Привет, друзья! Слушайте внимательно, ведь второй раз такую историю вы вряд ли услышите. Приятного просмотра. В ноябре 1928 года рабочие Днепростроя выбирали ил и песок с дна осушенного котлована. На этом самом месте через 4 года встанет плотина. Лопата зацепила железо на глубине около 7 метров. Потом еще, примерно метром глубже. Из грунта подняли 5 мечей X века. У 4 сохранились рукояти скандинавской работы с серебряной отделкой. Наблюдал за выборкой младший археолог экспедиции Владимир Гринченко. Левый берег напротив немецкой колонии Кичкас, 1,5 километра северо-восточнее острова Хортице. 4 меча пропали во время войны, уцелел 1, а через 4 года после находки Днепр перестал существовать в том виде, в каком его знали 1000 лет. 13 тайн реки, которой больше нет. 3 вопроса, и на каждый я отвечу по ходу. Первый. Как выглядел Днепр до плотин? Что такое 9 порогов? Почему через них гибли суда? И почему главный из них не замерзал даже в лютые морозы? Второй. Кто проводил караваны через эти камни? Сколько ему за это платили? И куда делось целое сословие людей за 1932 год? Третий. Что осталось лежать на дне каскада от Киева до Лимана? И что река отдает обратно, когда уровень падает? Ответы разложены по 13 главам, каждая закрывает свой кусок. Там, где источники расходятся, я скажу об этом прямо. Расходятся они постоянно. В числах жертв, в размерах, даже в количестве самих порогов. Сначала карта. Днепр начинается ручьем в урочище Рождество на Смоленщине, на болоте, которое местные называют Аксенинский мох, на отметке около 220 метров над уровнем моря. Оттуда он идет 2201 километр через 3 страны – Россию, Белоруссию и Украину, и падает на этом пути чуть больше 200 метров, то есть меньше 10 сантиметров на километр. Такое падение делает реку медленной и широкой почти на всем протяжении. Почти. Потому что в нижнем течении, примерно в 300-400 километрах от устья, спокойный поток упирается в гранит. Русло пересекает край древнего кристаллического щита, выходящего здесь прямо на поверхность. Осадочные породы река размыла за тысячелетия, а гранитные гряды перепилить не смогла. На отрезке около 75 километров между нынешними городами Днепр и Запорожье поток срывался с каменных ступеней. Общее падение на этом отрезке разные справочники дают по-разному, от 30 до 40 метров. Теперь про то, кто здесь ходил. По этой воде спускались греческие купцы к своим колониям в устье, скифские караваны с хлебом, скандинавские дружины с мечами и рабами, византийские посольства, польские байдаки с зерном, казацкие чайки, плоты с лесом, пароходы, баржи, понтоны 2 мировых войн. Каждый караван, входя в пороги, рисковал всем сразу – грузом, судном и людьми. Часть не доходила. Все, что тонуло между гранитными грядами, забивало песком и илом и оставалось лежать, потому что достать это со дна бурного потока не мог никто. Потом пришли плотины, уровень поднялся, и над всем этим встала от 20 до 50 метров стоячей толщи. Река превратилась в 6 водоемов, соединенных шлюзами, и то, что она хранит, теперь хранится под слоем донных отложений, которые копились 70 с лишним лет. Сразу оговорюсь про тон. Про Днепр написано много страшного, и часть написанного просто выдумана. Никаких чудовищ в глубине, никаких проклятий и таинственных исчезновений здесь не будет. Люди, живущие на этих берегах, такие ролики читают и справедливо над ними смеются. Хватает того, что подтверждено документами, отчетами экспедиций и музейными описями. 9 каменных ступеней поперек реки. Сословие лоцманов, освобожденное от податей указом. 5 мечей X века в котловане плотины. Мост с рекордным пролетом, разобранный перед затоплением, и железнодорожный состав на глубине больше 50 метров. 200 затопленных населенных пунктов на одном только Кременчугском водохранилище. Это факты, у каждого из которых есть источник, и каждый из них тяжелее любой придуманной легенды. Начинаем с камня. Тайна первая. 9 порогов и дед, который не замерзал. Порог на Днепре устроен так. Скальная гряда пересекает русло целиком, поперек всего потока, сложенный из гранита и гнейса, и через ее уступ поток падает вниз. С перекатом или быстриной, где просто мелкое и течение сильнее, это не имеет ничего общего.
Порогов насчитывали 9: Кадацкий, Сурский, Лоханский, Звонецкий, Миносытицкий, Вовникский, Будиловский, Лишний и Вольный. Между ними лежали заборы, те же каменные гряды, но перегораживавшие русло лишь частично, так что судно могло обойти их с одной стороны. Заборов, по разным подсчетам, насчитывали от 6 до 3 десятков. Волосская, Яцева, Стрельчая, Тегинская, Воронова, Кривая и другие. Каждый порог состоял из нескольких параллельных гряд, которые лоцманы называли лавами. Ширина реки в порогах сжималась до 360-900 метров, а между ними разливалась до километра 800. Скорость потока в узких проходах доходила до 4 метров в секунду. Название давали по делу. Лоханский получил имя за то, что поток в нем бился и плескался, как в лохане. Звонецкий – за звон, стоявший над камнями. Лишний оказался лишним для тех, кто уже считал, что худшее позади. Перепад здесь достигал 4 с лишним метров. Вольный, последний по счету, тянулся почти на километр, и после него река, наконец, отпускала. Дальше начинались плавни. Тот же Вольный местные звали еще Гадючим, по соседней балке, в которой водились змеи. Перепады на порогах разнились. У Сурского около полуметра, у Лоханского примерно 1,6 м, у Вовникского 2,4 метра, у Вольного 2,8. Складываясь, эти ступени и давали ту самую разницу отметок, из-за которой сквозное судоходство по Днепру было невозможно всю его историю. Откуда вообще взялся камень посреди равнинной реки? Под этой частью степи лежит древний кристаллический массив, гранитно-гнейсовое основание возрастом в сотни миллионов лет, которое на большей части бассейна перекрыто мощной толщей осадочных пород. Здесь перекрытия нет, основание выходит почти к поверхности, и Днепр, размывший мягкие породы выше и ниже по течению, на этом отрезке уперся в породу, которую вода точит в сотни раз медленнее. Отсюда и картина. На 75 километрах река идет по каменному коридору, местами зажатая скальными берегами, с островами из того же гранита посреди русла. Каждая лава — обнажившийся гребень одной такой гряды. Проход между лавами один, редко два, и находится он не там, где шире, а там, где глубже, что снаружи не видно вообще. Именно поэтому камень нельзя было ни взорвать по-быстрому, ни обойти. Под ним не песок. Под ним еще 100 метров того же гранита. Отдельно надо сказать про 5-й порог – Миносытицкий. Казаки звали его просто – Дед. По разным описаниям, его каменная гряда растягивалась примерно на 2,5 километра, а перепад составлял почти 6 метров. Разброс в источниках заметный, часть авторов дает меньшие числа, и это тот случай, когда точная цифра зависит от того, при каком уровне ее мерили. Из всех 9 порогов Миносытиц единственный не замерзал зимой. Поток шел сквозь камни с такой силой, что лед не держался. Жители окрестных сел вспоминали, что при восточном ветре рев над порогом стоял такой, что во дворе разговаривать было нельзя, приходилось кричать. Имя свое он получил за то, что забирал больше всех. Ненасытный, Ненасытец. Обойти эту ступень пытались веками. При Екатерине II и позже вдоль порогов пробивали обводные каналы прямо в граните. Всего на 8 порогах сделали 9 таких проходов, причем на одном Ненасытце их было 2. Помогало это слабо, каналы получались узкими, мелкими, забивались камнем после каждого паводка, и большие суда все равно шли через сам порог. Инженерные проекты шлюзования Днепра обсуждались десятилетиями, но упирались в деньги и в масштаб работ. Все закончилось разом в 1932 году, когда поднявшаяся вода накрыла гранит целиком. Сегодня на месте Ненасытца ровная поверхность водохранилища. И главный вопрос всей этой истории звучит просто. Если камень нельзя было убрать, а идти было надо, то кто и как проводил суда? Секунду. Я редко вот так вылезаю из текста, но тут надо. Если вам заходит, подпишитесь. Для вас это один клик, а для меня это очень важно. Все, продолжаем. Тайна вторая. Крепость Кодак и сословие, водившее суда через камни. Над первым порогом, Кадацким, в июле 1635 года выросла крепость. Проектировал ее французский военный инженер Гийом Левассер де Баплан, тот самый, который потом составил лучшие карты этих земель.
Задача крепости формулировалась откровенно – перекрыть казакам выход к порогам и дальше в низовье, к Сечи. Гарнизон посадили из 200 наемников-драгунов во главе с французским офицером Жаном Марионом. Продержалась крепость меньше месяца. В августе того же года запорожцы гетмана Ивана Сулимы взяли Кодак ночным ударом и вырезали гарнизон почти полностью. В живых остались 15 драгунов, которых в тот момент не было на месте. Крепость отстроили заново по приказу короля Владислава IV уже в декабре. В 1711 году по условиям Прудского мира ее приказали срыть. Дальше с этим местом произошло то, чего не сделали ни осады, ни договоры. В 1944 году прямо на территории памятника заложили гранитный карьер. К 1994 году карьер уничтожил около 90% Кодака. От крепости, которую строил Баплан и брал Сулима, остался фрагмент вала над обрывом. Место, впрочем, дало жизнь другому. У стен выросла слобода Старые Кодаки, а ниже по течению Лоцманская Каменка. Устойчивое заселение Каменки началось примерно с 1750 года, когда сюда перевели людей, умевших читать пороги. Так на карте появились лоцманские села: Старые Кодаки, Лоцманская Каменка, Волосская, Войсковое, Микольское. Все они располагались вдоль порожистой части, каждая напротив своего участка. Оформилось сословие после 1787 года. Тогда через пороги провели флотилию Екатерины II, шедшую в Крым, и провели без потерь. После этого Потемкин предложил поселить в Каменке 121 лоцмана за казенный счет. Их освободили от податей и от рекрутской повинности и назначили жалование – 25 рублей в год. В 1811 году указом зачислили в лоцманы всех жителей Каменки и Кадаков в возрасте от 20 до 60 лет. Получилась замкнутая наследственная община со своим управлением, своим атаманом и своим уставом. Ремесло передавалось от отца к сыну. Мальчишка сначала ходил на плоту гребцом, потом становился помощником, потом сдавал испытания, проводил судно через порог под присмотром старших, и только после этого его признавали лоцманом. История с флотилией 1787 года заслуживает пары слов отдельно, потому что именно она сделала лоцманов сословием. Императорский караван шел вниз по Днепру на юг, и порожистая часть была на этом маршруте единственным по-настоящему опасным местом. По описаниям, через пороги провели около 80 судов. И провели все. Ни одного разбитого корпуса, ни одного утонувшего. Для двора это выглядело чудом, для лоцманов – обычной работой в благоприятную воду. Награда оказалась щедрой и, что важнее, системной. Вместо разовых денег людям дали статус. Освобождение от податей и от рекрутчины в XVIII веке стоило дороже любого жалования. Рекрутский набор забирал мужчину на 25 лет и чаще всего навсегда. Целые села получили гарантию, что их сыновей не заберут. Взамен община отвечала головой за каждый караван. Что именно они делали? Лоцман не рулил в привычном смысле. Он держал в голове карту дна, которой не существовало на бумаге. Где в этой лаве проход шириной с дно судна, где под поверхностью притаился камень, как проход смещается при высокой и при низкой посадке. Караван подходил к порогу и вставал. Лоцман поднимался на первое судно, брал длинное рулевое весло, ставил гребцов по местам, и дальше все решалось за минуты. Судно разгонялось потоком, и любая ошибка в полметра означала пробитое днище. Проведя одно судно, лоцман возвращался берегом пешком и брал следующее. За сезон через пороги проходили тысячи плотов и барок. Люди, водившие их, жили в 3-4 селах и знали друг друга поименно. Их не стало за 1 год. Как это вышло, расскажу в 7 главе. А пока вернемся на 1000 лет назад. Пороги были описаны задолго до того, как появилось слово «лоцман». Тайна 3. Пороги, записанные в византийской книге. Около середины X века византийский император Константин Багрянародный составил для сына наставление, известное сегодня как трактат об управлении империей. В 9 главе он подробно описал, как русы каждый год спускаются по Днепру к Черному морю, и перечислил пороги с названиями сразу на 2 языках – по-русски и по-славянски. Первый – Эссупе, что означает «не спи». Второй – Улворсе, по-славянски
острову Непрах, островок порога. Третий – Геландре, что переводится как «шум порога». Четвертый – Аифор, по-славянски «неосит». И император объясняет, назван так потому, что в камнях этого порога гнездятся пеликаны. Пятый – Варуфорос, шестой – Леанте, седьмой – Струкун. Возле последнего, добавляет он, находится Крарийская переправа, где печенеги переходят реку. Это описание – древнейший документ о днепровских порогах, и оно точное. Аифор с его пеликанами позднейшие исследователи уверенно отождествляют с ненасытцем, славянское «неосит» – прямой предок названия, дожившего до 20 века. Крарийская переправа находилась там, где река сужалась до 150 метров, в месте, которое позже назовут Кичкас и Волчье горло. Спор идет о другом. Часть названий выглядит скандинавской по происхождению, часть – славянской, и вокруг этого больше 1,5 веков ломают копья историки и лингвисты. Одни видят в росских именах древнескандинавскую основу, другие – иранскую, третьи считают, что император записал искаженное со слуха. Ученые до сих пор не могут договориться, зато никто не спорит с тем, что путь работал. Самое ценное в этом тексте – описание того, как русы проходили Аифор. Император рассказывает по шагам. Тараван подходит к порогу и причаливает носами к берегу. Часть людей высаживается и уходит в дозор, потому что именно здесь, у камней, их обычно ждут печенеги. Остальные выгружают товары своих однодеревок, выводят закованных рабов на сушу и гонят их берегом 6 миль, пока не минуют порог. Сами лодки перетаскивают по суше рядом, часть волоком, часть на плечах. Ниже порога все спускают обратно на воду, грузят, садятся и идут дальше. Из этого описания следует важное: на самом опасном пороге суда не проводили вовсе, их обносили. Прибавьте к этому, что через пороги везли живой товар и что византийский император считал нужным объяснить сыну именно этот участок пути. Не Киев, не Устье, а 6 миль каменного берега. Работал он с начала IX века. Датировка опирается на клады арабских серебряных дирхемов первой четверти столетия, найденные вдоль трассы. Главный узел Верхнего Днепра – Гнездово под Смоленском. Курганное поле там когда-то насчитывало больше 4500 насыпей, до наших дней уцелело около 1500. Отсюда происходит примерно треть всех скандинавских языческих амулетов, известных в Восточной Европе. Отсюда же амфора с процарапанной кириллической надписью середины X века, одна из древнейших надписей на славянском языке вообще. Первый большой серебряный клад нашли здесь случайно, при строительстве железной дороги в 1867 году. Дальше по реке шли Любич, Выжгород, Киев. А за Киевом та самая порожистая часть, где караван становился уязвимым. Именно там, на порогах, в марте 972 года погиб князь Святослав Игоревич. Летопись излагает это без прикрас. Печенегам сообщили, что князь идет с малой дружиной, и они перекрыли пороги. Святослав отошел зимовать в Белобережье, там начался голод, а весной он все-таки попытался пройти. Печенежский князь Куря напал и убил его, а из черепа сделал чашу, оковав ее. По одному из летописных списков на чаше была надпись «Чужих желая, свои погубил». И вот здесь начинается самое странное. 5 мечей X века из котлована Днепростроя, с которых я начал, датируются 70-ми, 80-ми годами того же столетия. Академик Борис Рыбаков допускал, что они принадлежали дружинникам Святослава. Исследователь Владислав Равданикас перечислял 3 равновозможных версий. Гибель дружины, нападение на купеческое судно, ритуальное приношение реке. Прямых доказательств нет ни у одной, и часть современных археологов прямо называет мечи князя Святослава устойчивым историческим мифом, выросшим из совпадения дат. Разброс мнений тут максимальный, от почти наверняка дружина до случайные потери на переправе за 200 лет. Кому принадлежали эти клинки? Тайна 4. Байдаки, чайки и верфи в камышах. Река диктовала форму судна. На Днепре с его мелями, перекатами и порогами нужна была малая осадка, крепкое днище и возможность быстро снять груз. И такой тип выработался. Байдак.
Большое палубное судно с одной мачтой, несущий шпринтовый парус и кливер, просмоленное снаружи и приспособленное внутри для жилья, потому что рейс от Верховьев до Низовьев занимал недели. Размеры в описаниях XIX века разнятся, счет шел на десятки саженей длины. Рядом ходили берлины, суда попроще, поднимавшие под парусом до 80 тонн груза. Байдаками и берлинами шло на юг зерно, лес, деготь, пенька, а обратно соль и рыба. До появления пароходов эти два типа держали на Днепре все грузовое движение. Отдельная история – плоты. Лес с верхнего Днепра из притоков вязали в плоты и гнали вниз, к безлесной степи, где дерево ценилось на вес денег. Плот шел через пороги иначе, чем судно. Его связывали короткими секциями, чтобы гибкая сцепка проходила уступ, не ломаясь пополам. Командовал плотом атаман, у него была своя команда гребцов. Вот почему в лоцманских селах карьера начиналась именно с плота. Там учили читать поток на живой воде, но с меньшей ценой ошибки. Разбитый плот означал потерю леса, разбитая барка – потерю груза и людей. Военная линия Днепровского судостроения «Чайка». Гийом де Боплан, видевший их своими глазами, в описании Украины 1651 года привел размеры. Длина около 60 футов, ширина от 10 до 12, глубина 12. Основой служил выдолбленный ствол вербы или липы, к нему наращивали борта из досок, а снаружи по всей длине привязывали толстые связки сухого камыша. Они держали судно на плаву даже залитым. Весел ставили от 10 до 15 пар, руль делали и на корме, и на носу, чтобы не разворачиваться. Экипаж от 50 до 70 человек, вооружение 4-6 небольших пушек-фальконетов. Строили их быстро, в плавнях, из подручного материала, и также быстро бросали. На таких лодках казаки доходили до Синопа и до окрестностей Стамбула. Что от всего этого осталось? В 1998 году у берега Хортицы под слоем песка на 10-метровой глубине обнаружили корпус казацкой лодки. 13 октября 1999 года ее подняли. Длина казацкой лодки была 35 метров, 1999 года около 17,5 метров, вместимость до полусотни человек, датировка 18 век, возраст оценивали примерно в 3 столетия. Песок сохранил дерево почти без повреждений, реставраторам осталось немного. Сегодня лодка находится в отдельном павильоне на острове. И это лишь один корпус из многих. К 1739 году у Хортицы базировалось около 400 судов Днепровской флотилии, целая база военного флота на речном острове. Часть кораблей затонула прямо у стоянки во время половодья. Их никто не поднимал ни тогда, ни позже. Они все еще там, на дне, под слоем песка и ила, в нескольких сотнях метров от берега, по которому сегодня ходят экскурсии. Чьи это корпуса и что внутри них? И сразу вопрос, какая из этих историй кажется вам самой невероятной? Пока что. Напишите в комментариях, в конце видео сравним. Тайна 5. 100 тысяч предметов, вынутых из-под будущей воды. Когда в 1927 году на Днепре начали земляные работы, стало ясно, вода накроет всю порожистую часть вместе со скалами, островами, стоянками и могильниками, о которых археология знала в лучшем случае понаслышке. Тогда собрали Днепрогэсовскую археологическую экспедицию, комплексную, работавшую с 27 по 32 год. Возглавил ее Дмитрий Еварницкий, историк запорожского казачества, к тому времени уже четверть века директор Екатеринославского музея. Это была одна из первых новостроечных экспедиций такого масштаба в Восточной Европе. Копали не там, где интересно, а там, где через несколько лет будет дно. Результат по описи выглядит так. Открыто больше 40 памятников. Палеолит, неолит, энеолит, бронза, скифское время, средневековье. Собрано больше 100 тысяч предметов. Обследованы скалы и острова в самом русле, которые до этого никто систематически не осматривал. Подойти к ним можно было только в низкую воду и только с лоцманом. Работали в условиях, которые сегодня назвали бы невозможными. Землекопов в первые годы давала дирекция Днепростроя. Потом их нанимали по селам через сельсоветы с проверкой на классовое соответствие и постоянно снимали на нужды стройки. График срывался раз за разом. Экспедиция шла на перегонки с бетоном и проигрывала темп, но все-таки успела вынуть основное.
Часть находок пришла не от археологов, а от рабочих. Те самые 5 мечей X века в ноябре 28 года нашли землекопы, выбиравшие ил из осушенного котлована. Владимир Гринченко успел зафиксировать глубины и порядок залегания. Обломок клинка выше, 4 целых меча примерно на метр глубже, разделенные прослойкой песка. Это позволило понять, что перед нами два разных события, разнесенных во времени. Дальше история печальная. 4 меча с богатыми рукоятями погибли во время Второй мировой войны. Уцелел один, тот, что без рукояти, с крестообразным клеймом на клинке. Он хранится в историческом музее города Днепр. Тот же Гринченко, работавший здесь заместителем председателя экспедиции, нашел в этих же местах Кичкасский, он же Вознесенский комплекс, один из крупнейших кладов, найденных на территории Украины. Судьба самого Гринченко сложилась под стать эпохи. С 1939 по 1946 год он отбывал ссылку в Красноярском крае по обвинению, которое позже признали ложным. В начале 1948-го вернулся к работе в Институте археологии и умер в Полтаве 19 апреля того же года, 47 лет от роду. Отдельная линия – каменные изваяния. Яворницкий свозил в музей половецких и более древних каменных баб со всей округи, вытаскивая их из курганов, из фундаментов, из-под заборов, где они простояли столетиями. Сегодня это одно из крупнейших собраний древней каменной пластики в Украине. Около 80 статуй, из них 67 средневековых половецких, а самые ранние относят к 3-му тысячелетию до нашей эры. Директорские полномочия у Яворницкого отобрали в 1933 году, в разгар кампании против украинских ученых старой школы. Умер он в 1940-м. Успел ли он сам понять, сколько именно осталось под водой? Ответ дал человек, который в это же самое время терял не памятники, а профессию. Тайна шестая. Последний лоцман. Григорий Никитич Амельченко родился 22 января 1911 года в Лоцманской Каменке. Родился в семье, где ремесло шло по прямой линии. Его дед, Тимоха Амельченко, водил плоты через пороги. Мальчиком он бегал на берег смотреть, как караваны заходят в лаву. К 19 годам получил свое. Стал атаманом плота, то есть человеком, который отвечает за сцепку, за команду и за груз. В 21 стал помощником лоцмана. Оставался последний шаг – испытание, самостоятельная проводка, признание общины. Дальше – пожизненное место в наследственном ремесле, которому в его семье было больше века. Шага не случилось. В 1932 году гидроузел в Запорожье вышел на полную мощность, уровень поднялся, и пороги ушли под воду. Все 9 сразу. Судоходство стало сквозным, суда пошли шлюзом, и надобность в людях, умевших читать камень, исчезла за один навигационный сезон. Не постепенно, не с переучиванием, просто исчезла. Взрослые мужчины 3 сел в 1 год остались без дела, которые умели делать лучше всех на реке и которое больше нигде не было нужно. Кто-то пошел на завод, кто-то в речфлот матросом, кто-то на стройку. А Мельченко стал учителем. Дальше его биография ломается еще раз, и уже не рекой. В 1946 году, в голодный послевоенный год, он написал письмо в Центральный комитет о том, что происходит в селах, о голоде, который он видел вокруг. За письмо его судили по политической статье и дали 10 лет. Сибирь, Амгунь, Амур, Сахалин. Освободили в 1954-м, реабилитировали в 1961-м. Он вернулся в Лоцманскую Каменку, в село, которое к тому времени уже вошло в городскую черту и от которого Лоцманского осталось только название. И начал делать единственное, что еще мог сделать для своего ремесла – записывать. Он собирал воспоминания стариков, схемы проходов, имена, прозвища, порогов и лав, лоцманские приметы. Больше 40 лет добивался, чтобы в Каменке открыли музей. Музей днепровских лоцманов открылся в 1994 году в местном доме культуры. И создал его он. В 1998-м вышла его книга воспоминаний, в 2000-м расширенное издание. В 1998-м же, по его настоянию, в поселке поставили памятный камень лоцманам. В 1999-м ему присудили премию имени Дмитрия Яворницкого, того самого, чья экспедиция копала днепровские кручи, пока он мальчишкой смотрел на плоты. Умер Григорий Амельченко 28 февраля 2002 года, на 92-м году жизни.
Часть публикаций указывает 2003, и я эту разницу не скрываю. Человек, который в 21 год почти стал лоцманом и не стал им, потратил остаток жизни на то, чтобы от ремесла осталась хотя бы память. А что именно накрыло его пороги? Тайна 7. День, когда пороги замолчали. Земляные работы начались 15 марта 1927 года. Первый гидроагрегат запустили 17 апреля 1932. Официальное открытие провели 10 октября того же года. 9-й агрегат встал на место к 39-му. Плотина получилась длиной 760,5 метров и высотой 64 метра. На тот момент крупнейшая гидроэлектростанция Европы. 9 агрегатов по 72 мегаватта давали 560 мегаватт. Водохранилище растянулось на 130 километров при площади 410 квадратных километров и полном объеме 3,3 кубического километра. Затопленной оказалось примерно 16 тысяч гектаров земли, из них пашня составляла около 14%, остальное – выгоны и кустарник. Под воду ушло место, у которого была тысячелетняя биография. Кичкас, узость, где Днепр сжимался примерно до 160 метров и получил прозвище «Волчье горло». Здесь находилась Крарийская переправа, та самая, которую упоминал византийский император. Здесь в 19 веке ходил канатный паром, бравший за раз до десятка повозок. И здесь же в 1903-1908 годах построили Кичкасский мост по проекту инженера Василия Латы. Двухъярусный, балочно-консольный, с центральным пролетом 190 метров, рекордным для Российской империи. Общая длина 336 метров, высота конструкции 46 метров, вес около 5600 тонн. Пассажирское движение открыли 22 февраля 1908 года. Мост попадал в зону затопления, и его разобрали. К 6 ноября 1931 года конструкции на месте уже не было. Вместе с мостом ушли под воду участок железной дороги, немецкая колония Кичкас, скальные острова в русле Черныш и Стрелецкий и весь тот отрезок, где 4 годами раньше нашли мечи. Про это редко пишут в юбилейных текстах, но исчезла целая топонимика, десятки названий скал, лав, ям и проходов, которые лоцманы знали наизусть, перестали обозначать хоть что-нибудь. Названия еще живут в книгах и в записях того же Амельченко, а объектов под ними больше нет. И была еще одна потеря, которую невозможно измерить. Исчез звук. Порожистая часть Днепра гудела круглосуточно, на десятки километров, в разной тональности на каждом пороге. Громче всего у ненасытца. Люди, выросшие рядом, определяли по звуку уровень реки и погоду на завтра. В 1932 году этот гул выключили, как выключают радио. По воспоминаниям жителей приднепровских сел, первые ночи после подъема уровня были невыносимо тихими, они не могли спать от тишины. Теперь запомните эту плотину. Через 9 лет ее взорвут, а через 2 года после этого взорвут еще раз. Тайна 8. Плотина, которую взрывали дважды. Излагаю строго то, что зафиксировано документами, без оценок и без разбора того, кто был прав. 18 августа 1941 года при отходе советских войск плотину в Запорожье подорвали. Работы проводили подполковник Петровский и военный инженер Эпов. По документам заложили около 20 тонн взрывчатки. В теле плотины образовался пролом длиной около 175 метров и высотой больше 20. Вниз по течению пошла волна. Число погибших – самое спорное место всей днепровской истории. Оценки, которые встречаются в литературе, расходятся от 3000 до 100 тысяч человек. Причем верхние цифры не подкреплены документами, а нижние опираются на подсчеты историков. Единой признанной цифры нет до сих пор, и любой, кто называет вам одно точное число, что-то умалчивает. Второй раз плотину разрушили при отступлении немецких войск в 1943 году и разрушили основательнее. Из 49 бычков основной плотины уничтожили 32, все 9 гидроагрегатов вывели из строя. Здание станции сместили со своего места на 30-40 сантиметров, и цифра эта взята из отчета о замерах, а не из публицистики. Восстановление начали 11 марта 1944 года, еще до конца войны.
Последний агрегат ввели в 1950-м, и мощность после восстановления выросла до 650 с лишним мегаватт. С 69 по 80 год рядом построили вторую очередь – 8 агрегатов. Первый из них пустили 25 ноября 1974 года. Суммарная мощность узла превысила 1500 мегаватт. Что происходило с рекой между двумя подрывами? Уровень падал и поднимался дважды за 2 года, а это значит, что дно порожистой части дважды оказывалось почти на поверхности и дважды уходило обратно. Люди, жившие тогда на берегу, вспоминали, что после 41 года на обмелевших местах снова показались верхушки скал, которых не видели с 32-го. Никаких археологических работ в это время, само собой, не велось, зато река получила новую порцию содержимого. В русло попали разрушенные конструкции, техника, боеприпасы, суда. Все это легло поверх слоя, накопленного за предыдущую 1000 лет, и перемешалось с ним. 22 марта 2024 года станция остановила работу в результате обстрела. Это факт, зафиксированный операторами энергосистемы, и на этом я останавливаюсь. Разбирать современный конфликт и назначать виноватых – не моя работа и не тема ролика. Важно другое. За неполные 100 лет одна плотина пережила 2 подрыва, полное восстановление, расширение вдвое и еще одно попадание. Инженерное сооружение, которое проектировалось на века, оказалось самым уязвимым объектом на реке. А что творила с этими берегами сама река до всякой техники? Тайна 9. Лед и большая вода. Днепр замерзает медленно. Ледостав устанавливается примерно после 3 недель устойчивого мороза, и идет этот процесс с севера на юг, а вскрытие, наоборот, с юга на север. Отсюда особенность, которую отмечали еще в 19 веке. Заторы льда и вызванные ими наводнения на Днепре случались реже, чем на реках, текущих на север. По данным наблюдательных пунктов конца позапрошлого столетия, весенний ледоход длился в среднем от 5 до 12 дней, дольше всего в верхнем течении между Дорогобужем и Могилевым, и в среднем между Киевом и Порогами. Осенний ледоход тянулся заметно дольше, от 9 до 37 дней. Всю зиму навигация стояла. Караваны выходили после ледохода и торопились дойти до низовьев, пока держится большая вода. Весеннее половодье было главным событием годового цикла. Река поднималась на метры, заливала пойму на километры вширь, шла по лугам и лесам, оставляла на них плодородный нанос и уходила обратно к июлю. Ровно на этом ритме держались нерест рыбы, сенокос, выпас, лесосплав и проводка судов через пороги. В высокую воду часть слав уходила под поверхность, и проходы становились шире. Лоцманы различали высокую и низкую посадку не по приборам, а по приметам, потому где именно вода бьет в конкретный камень. Год на год не приходился. Иногда река поднималась так, что заливала города. Обратная сторона половодья – межень. Летом и особенно к осени Днепр падал, и пороги превращались из опасных в непроходимые. Проходы мелели, лавы вылезали наружу, и караван мог простоять неделями, ожидая дождей. Так однажды сорвалась целая военная кампания. 4 января 1737 года Сенат распорядился построить в Брянском адмиралтействе флотилию специально под Днепровский маршрут. Мелкосидящие дубель-шлюпки, прамы и плашкоуты, рассчитанные на проход через пороги. Весной того же года 355 судов с войсками, продовольствием и осадной артиллерией пошли вниз по Десне и Днепру. За лето река обмелела, и большая часть флотилии до цели просто не дошла. Ни один инженер, ни один указ и ни один адмирал не могли ничего сделать с уровнем реки. Ждали дождя. Киев тонул регулярно. Крупные наводнения зафиксированы в 1845, 1877, 1895, 1908, 1931, 1970 и 1979 годах. Рекорд поставлен 2 мая 1931 года. Отметка 97,73 метра по Балтийской системе, при том, что средний уровень держится около 91,8.
Подъем составил больше 8 метров. Затопило Подол, и поселок на Труханове острове, пострадали около 300 жилых строений, пекарни, станции, а это в тот год означало прямой удар по снабжению города хлебом. По улицам передвигались на лодках. Для сравнения, в 70-м году отметка достигла 96,8, в 79-м – 95,39. Половодье закончилось, когда достроили верхние ступени каскада. Киевское водохранилище заработало в 60-е, Каневское – в 70-е, и вместе они срезали пик паводка. Теперь избыток задерживают наверху и спускают равномерно. Подол, Оболонь и левый берег перестали заливать. Плата за это оказалась незаметной на первый взгляд. Река потеряла способность разливаться. Пойменные луга больше не получают весеннего наноса, ни рестилища не заливаются, а вместо живого ритма ровный график сброса, рассчитанный по потребности энергосистемы. Река дышала тысячи лет, дыхание отключили за 10. И вот здесь начинается самое масштабное из всего, о чем я рассказываю. Тайна 10. 6 морей вместо реки. Каскад строили 40 лет, 6 ступеней сверху вниз. Киевская у Вышгорода, Каневская у Канева, Кременчугская у Светловодска, Среднеднепровская у Каменского, Днепровская в Запорожье и Каховская у Новой Каховки. Их водохранилища дают в сумме около 6950 квадратных километров зеркала и 43,8 кубического километра полного объема. Называть получившееся рекой можно уже с натяжкой. Перед нами цепочка искусственных озер, соединенных шлюзами, где течение задается не уклоном русла, а расписанием сбросов. Вода, которая раньше шла от Киева до моря за считанные дни, теперь тратит на этот путь месяцы. Все, что она несет – песок, ил, органика, соединение металлов – по дороге оседает на дно и остается там. Самое большое по площади – Кременчугская. Плотину возвели между 1959 и 1961 годами, и под воду ушли, по разным подсчетам, от 200 до 212 населенных пунктов. Среди них целый город. Новогеоргиевск, известный в разное время под именами Крылов и Александрия, находился там, где сегодня плещет открытое зеркало у Светловодска. Город с историей в несколько веков, с церквями, ярмаркой, кварталами, кладбищами, прекратил существование в 1961 году. Жителей переселили, часть строений разобрали, часть просто оставили. Точных списков утраченного нет. Сводного реестра затопленных объектов по всему каскаду не составлял никто, и это признают сами специалисты. Считать потери можно по-разному, и разные подсчеты дают разные картины. По одной – выигрыш. Сквозное судоходство от Киева до моря, гарантированная выработка электроэнергии, орошение засушливого юга, устойчивый водозабор для городов и заводов. По другой – потеря. Залитая пойма, погибшее нерестилище, размытые волной обрывы, ушедшие под воду села, кладбища и памятники, которые никто не успел описать. Обе картины истинны одновременно, и в этом главная сложность любого разговора про каскад. Историки, гидрологи и энергетики спорят об этом до сих пор, и спор идет не о фактах, а о том, как их взвешивать. Есть у стоячей воды и третье следствие, самое неприятное. Мелкое, широкое, прогретое водохранилище летом цветет. Сине-зеленые водоросли размножаются взрывообразно, съедают кислород и выделяют токсины, а после отмирания оседают на дно и добавляют к иловому слою органику. Чем ниже по каскаду, тем мельче и теплее, тем сильнее эффект. Рыбаки на нижних ступенях помнят годы, когда в июле от поверхности тянуло за километр от берега, а вода приобретала цвет разведенной краски. Все это, заметьте, тот самый Днепр, из которого пьют. К этому мы вернемся через 2 главы. А сначала то, что осталось под слоем ила между 6 плотинами. Тайна 11. Что лежит между плотинами? Начну с конкретного случая. В 2004 году дайверы, работавшие в Днепровском водохранилище выше плотины, обнаружили на глубине около 52 метров остатки Кичкасского моста, того самого, с рекордным пролетом, разобранного в 1931-м. Вместе с металлом на дне лежал железнодорожный состав.
Как он там оказался, точно неизвестно. Версии расходятся, документального объяснения нет. 52 метра – это глубина, на которой обычный водолаз работает считанные минуты. Именно поэтому большая часть Днепровского дна остается необследованной. Не потому что там нечего искать, а потому что искать там технически тяжело и дорого. Систематическую подводную археологию на Днепре ведет национальный заповедник Хортица. Его водолазы работают в основном зимой и ранней весной, когда прозрачность выше, и исследуют затонувшие суда 18 века, лежащие на дне вокруг острова. Поднимать их не собираются. Намокшее археологическое дерево на воздухе разрушается за неделю, консервация обходится дорого и требует ангаров, которых нет. Поэтому корпуса описывают, обмеряют и оставляют на месте, а в перспективе планируют сделать из них подводный музей. Часть этих судов – остатки той самой флотилии, которая пришла сюда в 30-е годы 18 века и потеряла корабли на половодье. Есть слой, о котором говорить труднее всего. Форсирование Днепра осенью 1943 года шло с 22 сентября одновременно на фронте протяженностью около 750 километров от Лоева до Запорожья. Переправлялись на чем придется. На рыбацких лодках, на плотах из бревен, на пустых бочках, на воротах, снятых с петель. Тяжелую технику перебрасывали позже и медленнее. Безвозвратные потери в этой операции превысили 417 тысяч человек. Значительная часть того, что затонуло при переправах – понтоны, автомобили, орудия, катера – так и лежит на дне, засыпанная илом. Поисковые работы там ведут точечно, потому что вместе с техникой на дне остались боеприпасы. Почему все это до сих пор не описано – вопрос не к археологам. Условия работы на Днепровском дне тяжелые сразу по нескольким причинам. Прозрачность летом падает до полуметра, а в цветение и того меньше. Водолаз ощупывает объект руками, не видя его целиком. Ил вязкий, и любое движение поднимает муть, после которой приходится ждать. Глубины на нижних ступенях каскада доходят до нескольких десятков метров, а у плотин и того больше. Там нужны смеси, декомпрессия и страховка, то есть бюджет совсем другого порядка. Добавьте боеприпасы двух войн, лежащие вперемешку со всем остальным. И добавьте главное – сводного реестра затопленных объектов по каскаду не существует. Никто никогда не составлял полный список того, что оказалось под водой при заполнении 6 чаш, и восстанавливать его теперь придется по разрозненным архивам. Дальше по описи. То, что попадает в отчеты регулярно. Затонувшие баржи и буксиры 20 века, суда, ушедшие на дно во время двух войн, металл и бетон, оставшиеся от разобранных перед затоплением мостов и построек, фундаменты домов и церквей, ушедших под воду вместе с селами. Каменные гряды порогов, которые никуда не делись, они там же, где были, просто под 30 метрами. И все это лежит под слоем донных отложений, которые на нижних ступенях достигает нескольких метров. Вода хранит лучше, чем суша. В бескислородном иле дерево, кожа и кость держатся столетиями. Проблема в том, что достать это оттуда почти никто не может. Что еще там, на глубине, о чем мы не подозреваем? Тайна 12. Вода, которую пьют миллионы. Днепр остается главным источником питьевой воды на огромной территории. И счет людей, зависящих от него, идет на десятки миллионов. Города вдоль русла берут воду прямо из водохранилищ каскада. От них тянутся каналы к тем, кто живет вдалеке от реки. Канал Днепр-Кривой Рог длиной 41,3 километра забирал воду в районе Марьянского и подавал ее в южное водохранилище. Общий забор составлял около 616 миллионов кубометров в год, из которых почти 480 миллионов шло на питьевые и технические нужды. Канал Днепр-Донбасс питал промышленный Восток и Харьковский узел. Каховский магистральный и Северо-Крымские каналы уводили воду на юг, в степь. Вся эта система висит на одной реке. За надежность приходится платить качеством. Стоячая толща водохранилищ прогревается, а перенасыщенная соединениями фосфора вода дает вспышки сине-зеленых водорослей. Фосфор приходит с полей вместе с удобрениями и из бытовых стоков, от моющих средств, содержащих фосфаты. Водоросли выделяют токсины, опасные при попадании внутрь, и водоканалам приходится усиливать очистку именно в разгар лета, когда потребление максимально. Экологи называют это самой массовой и самой недооцененной проблемой днепровской воды. Она не выглядит катастрофой в один день, зато повторяется каждый сезон и десятилетиями.
Есть у Днепра и радиационный слой, о котором вспоминают реже, чем следует. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной станции произошла авария, и значительная часть выпавших радионуклидов оказалась в бассейне Припяти, крупнейшего притока. Оттуда их снесло в Киевское водохранилище, самое верхнее в каскаде, где они осели в донных отложениях. Оно и работает с тех пор как гигантский отстойник, задерживающий загрязнение выше киевских водозаборов. Цезий-137 и стронций-90 имеют период полураспада около 3 десятилетий, и с 2000-х годов уровни загрязнения рыбы в Киевском водохранилище устойчиво снижаются. По оценкам специалистов, до аварийных значений там достигнут примерно к 2041 году. Отсюда вытекает вопрос, который в спокойные времена звучал бы теоретически. Донные отложения Киевского водохранилища безопасны ровно до тех пор, пока они лежат под водой, и никто их не тревожит. Любое масштабное вмешательство, дноуглубление, размыв, разрушение напорного фронта подняло бы этот слой и понесло его вниз, к водозаборам многомиллионного города. Специалисты, писавшие об этом, подчеркивали, сценарий гипотетический, вероятность мала, но последствия несопоставимы ни с чем. Ученые до сих пор спорят о том, насколько велик риск, а сама река, пройдя все 6 ступеней, идет дальше, к месту, где она заканчивается. Тайна 13. Лиман, которым река кончается. Ниже последней плотины Днепр на короткое время снова становится похож на себя прежнего. Русло расходится на рукава, появляются острова, камыш, протоки, мелководья. Это дельта, пойменные плавни, тянущиеся к Херсону и дальше. Здесь нерестится рыба, здесь гнездится птица, здесь река в последний раз ведет себя как река. А потом она входит в Днепробукский лиман и перестает быть собой. Лиман образовался при подъеме уровня Черного моря, затопившего нижние течения Днепра и Южного Буга. Море вошло в речные долины и превратило их в вытянутые заливы. Днепровская часть тянется на 55 километров при ширине до 17, Бугская — на 47 при ширине от 5 до 11. Лиман мелкий, преобладающие глубины 6-7 метров, а максимум около 12, в месте, которое называют Станиславской ямой. С морем он соединяется проливом шириной 3,6 километра между Очаковским мысом и оконечностью Кинбурнской косы. Через эти узкие ворота проходит весь сток Днепра, в среднем около 1670 кубометров в секунду. Здесь пресная вода встречается с соленой, и получается зона, где живут одновременно речные и морские виды. Такие места на планете наперечет, и биологи ценят их выше открытого моря. Продуктивность на единицу площади в лимане в разы больше. Южную сторону лимана закрывает Кинбурнская коса, песчаный полуостров между лиманом, открытым морем и Егорлыцким заливом. Место это устроено странно. Снаружи голый песок и соленая вода со всех сторон, а внутри полуострова насчитывают порядка 300 озер, часть из них соленые, часть совершенно пресные. На песке между озерами растут дикие орхидеи, и растут в таком количестве, что одно из тамошних урочищ так и называется – Орхидное поле. Природоохранная территория здесь занимает больше 12 тысяч гектаров суши и около 5,5 тысяч гектаров прилегающей акватории. Пресная вода в этих озерах берется из линз, лежащих толще песка и подпитываемых дождями, и держится она только потому, что песок не дает соленой воде подняться. Хрупкая конструкция, работающая тысячи лет. Через этот же пролив тысячи лет шли все, кто поднимался в Днепр. На правом берегу Бугского лимана, рядом с нынешним селом Парутино, в первой четверти VI века до нашей эры, выходцы из Милета основали Ольвию. В лучшие свои времена город занимал около 50 гектаров, а население оценивают примерно в 15 тысяч человек. Свои монеты, свой хлебный экспорт, тесные связи со скифской степью. Сегодня это заповедник площадью около 500 гектаров, и раскопки там идут больше века. Ровно тем же путем, мимо руин уже мертвой к тому времени Ольвии, поднимались варяжские караваны к порогам, и ровно этим путем казацкие чайки выходили в море. Есть у устья еще одна линия, идущая через весь этот рассказ. По Днепру поднимались на нерест проходные рыбы – белуга, осетр, севрюга. Русский осетр заходил вверх до Могилева.
Плотины перекрыли им дорогу, и по оценкам ихтиологов было потеряно 100% нерестилищ белуги, около 70% нерестилищ осетра и порядка 40 севрюги. Проходные виды исчезли из реки почти полностью за несколько десятилетий, но природа считает по-своему. После того, как в июне 2023 года нижняя плотина каскада была разрушена, участились сообщения о встречах осетровых в Запорожской области. О них рассказывали дайверы, военные и сотрудник заповедника Хортица Михаил Муленко. Строгой статистики нет, вид в каждом случае не определен, и специалисты просят не спешить с выводами. Однако сам факт того, что рыба пошла вверх по маршруту, закрытому 70 лет, говорит громче любых прогнозов. Куда она идет? Возвращаюсь к тому, с чего начал. 5 мечей X века, поднятых из котлована в ноябре 28 года, за 1,5 километра от Хортицы. 4 пропали, 1 хранится в музее. Теперь ответы на 3 вопроса. Как выглядел Днепр до плотин? На 75 километрах его пересекали 9 гранитных ступеней, и до 3 десятков каменных гряд поток разгонялся до 4 метров в секунду, а главный порог, ненасытец, ревел так, что во дворах приходилось кричать, и не замерзал даже в сильные морозы. Кто водил через них суда? Наследственное сословие лоцманов из Каменки, Кадаков, Волосского и Войскового, освобожденное от податей, с жалованием 25 рублей в год, с атаманом и своим уставом, исчезнувшее за 1932 год. Что осталось на дне? Мост с рекордным пролетом и состав на глубине 52 метра, суда 18 века вокруг Хортицы, техника переправ 43-го, фундаменты 200 затопленных населенных пунктов и сами пороги, никуда не девшиеся под 30 метрами. Есть обещание, которое я давал в начале и должен закрыть. Я говорил, что расскажу, куда делись люди, знавшие реку наизусть. Ответ – Григорий Амельченко. Родился в семье лоцманов, в 21 год стал помощником лоцмана, в 22 остался без профессии, которые в его роду занимались поколениями. Потом лагеря за письмо о голоде, потом 40 лет он собирал по крупицам то, что помнили старики, и добивался музея. Музей открылся в 94-м, умер он в 2002-м. Из всего, что было связано с порогами, до нас дошли только 3 вещи. Подводный гранит, записи вроде его записей и 1 меч без рукояти в музейной витрине. Все остальное или под водой, или потеряно. А поворот вот в чем. Река, которую перегородили ради того, чтобы ее укротить, оказалась куда живучее сооружений, которые на ней построили. Плотину в Запорожье взрывали дважды, восстанавливали, расширяли, и в 2024 году она снова встала. Нижнюю ступень каскада в 2023 разрушила полностью. А пороги, которые считались побежденными раз и навсегда, никуда не делись. Они лежат на своем месте, целые, под слоем ила, и ждут, пока уровень опустится. Гранит переживет бетон. Вопрос лишь в том, кто первым увидит эти камни снова и что достанут из-под них вместе с ними. Какая из этих 13 историй поразила вас сильнее всего? Напишите в комментариях. Если знаете еще, обязательно расскажите. Я читаю все. Река старше всего, что на ней построили, и она еще не сказала последнего слова. Спасибо за то, что провели эти минуты со мной. Берегите себя и до скорых встреч.